Всем привет! Сегодня у нас фильм «Легенды осени», 94 год, режиссер Эдвард Цвик, актеры Энтони Хопкинс, Брэд Питт, Айдан Куин, Джулия Армонт, Генри Томас. Я его видела раз 10 точно, в связи с обзором решила пересмотреть. Было все так же интересно и плаксиво в хорошем смысле. Я думала, что нет человека, который бы не видел этот фильм, но оказывается есть люди, которые даже не слышали о нем. Я слышал много раз, и какие-то фрагменты даже видел, но тогда в 90-е по телеку никак не получалось его посмотреть нормально. Как-то не совпадало просто, а может по возрасту я не подходил. Но потом уже в эпоху интернета я забыл о нем. И вообще мне казалось, что Брэд Питт вылез из ниоткуда уже в 2000-х. Да и фильмографией его я никогда не интересовался. Итак, сюжет. Опять война, Первая мировая, но не буду утомлять исторической справкой. Итак, семья отставной полковник, 3 сына, жена уехала в Европу, да так и осталась там. Дети жили с отцом. Рассказ ведется от лица старого индейца, друга, помощника семьи, и семья белого и индианки, и их дочери. Вот в такой компании они живут в глухомане на ранчо. Братья очень дружны, с отцом прекрасные отношения, все помощники рассматриваются как члены семьи, и все так ладно, может быть, и продолжалось, пока младший из братьев не привез на ранчо свою невесту, которая понравилась и 2 другим братьям. Как раз началась Первая мировая война, и Сэмюэль, младший, выразил желание пойти добровольцем на фронт, чтобы воевать на стороне Англии против Германии. Старший решил не отставать, и куда было деваться среднему. Ему тоже пришлось пойти воевать. Но он пошел не сколько воевать, а сколько привести живого Сэмюэля к невесте. Отцу семейства, будучи военным человеком, пришлось воевать в гражданской войне и убивать индейцев, поэтому он был категорически против сыновней военной кампании. Но братья выросли и не стали его слушать. Но младшего на войне не уберегли, он погиб, и средний чувствовал себя виноватым в смерти младшего. Балбес этот младший. Пойти добровольцем на войну, еще и за другую страну. Я не понял, они приехали из Англии или родились в Америке. Почему он считал, что должен? Но в любом случае жили они вдали от войны, и этому следовало радоваться. Никогда не понимал людей, которые хотят воевать. По возвращении домой старший признается в любви к овдовевшей невесте, а средний соблазняет ее. На почве этого происходит разлад между 2 братьями. Вскоре средний, Тристан его зовут, которого играет Брэд Питт, все бросает и уезжает скитаться на несколько месяцев, а может быть и на несколько лет. Сюзанна обещает его ждать, но, получив письмо от Тристана, что не стоит его ждать, выходит замуж за старшего, который становится конгрессменом и который принимает участие в принятии США сухого закона. Сейчас уже многие понимают, что запретами ничего не добьешься, но как иногда на руку запреты тем, кто принимает те или иные запретительные законопроекты. В данном случае в период сухого закона люди, которые оказали поддержку будущему конгрессмену, который в свою очередь пролоббировал принятие сухого закона, наживались на нелегальных поставках алкоголя, и конгрессмен был в доле. Вот, оказывается, как это работает. А когда средний брат возвращается в семью после скитаний, он женится на девочке-полукровке, рожает 2 детей и занимается нелегальной поставкой алкоголя. Тем самым переходит дорогу брату и его друзьям. В случайной перестрелке пуля рикошетит и убивает жену Тристана на почве все тех же алкогольных разборок. Этот момент самый разочаровывающий. Она еще в детстве говорила, что она его невеста. Выросла и вышла таки за него. Дети, уже все хорошо. Мне эта пара показалась даже более гармоничной, чем с главной героиней. И тут такое. Отсидев 30 суток, Тристан мстит, убивая всех виновных, но за ним приезжают на ранчо, это почти финал фильма, и финал воистину впечатляет. К финалу фильма отец, разбитый инсультом, не говорящий, с одной функционирующей рукой, выходит к представителям власти, пряча под полой шубы винтовку и открывает огонь на поражение. Но один из полицейских намеревается выстрелить в отца, Тристан его прикрывает, раздается выстрел подоспевшего старшего брата, конгрессмена. Таким образом происходит возвращение старшего в лоно семьи и прощение отцом. Вот такие страсти. Роль Тристана мог бы сыграть Депп. Внешне он походил на отца и братьев больше, чем Питт, но не сложилось. Фильм романтический, женский, прошло 27 лет, но я его хорошо помню. А я бы не сказал, что он романтический женский. Мне показалось, что он гнетущий, наполненный ощущением безысходности. Рока, что ли. Все плохо, и есть в этом какая-то жизненная печаль. Даже некая свобода вне цивилизации мне показалась темной. Дом, лошади, простор. Может, это потому, что тогда еще, наверное, на пленку снимали, не знаю. Визуально, не только сюжетно, фильм безрадостный. Даже природа мне показалась, может, и красивой, но приевшейся, как та, что я вижу каждый день возле своего дома. Опостылевшая красота какая-то, незамечаемая, идущая фоном. Но фильм смотрится легко и даже напряженно. Легко и напряженно, противоречие. Легко в смысле интересно, и напряженно
тоже в этом смысле. И еще вот о чем я подумала. Как на Диком Западе во времена сухого закона можно было просто бороться со злом. Оружие — хороший аргумент. Хороший аргумент и против добра тоже. Тут уж главное решиться и успеть первым. В принципе, меня бы, наверное, это устроило. Было бы ощущение большей защищенности, чем сейчас, когда ответный удар запросто может сделать тебя виновным. Меня впечатлила игра Энтони Хопкинса в финальной сцене. Отец-инвалид собирает последнюю волю в кулак, чтобы защитить то, что осталось от его некогда большой семьи, достойной всяческих похвал. Вот такое старое, доброе семейное кино. Оно не доброе и, наверное, не семейное все-таки. И сюжетное, и визуально не для детей. Для совсем взрослых, может, для пары, но не молодых людей. Уже не молодых. Даже не знаю, зачем люди смотрят такое. Нет, он очень интересный, но это как те же фильмы о войне. Война здесь вскользь показана, но само послевкусие, горечь какая-то. Я не ощутил доброты. Ну и немного про индейцев. Очень обидно за них. Коренное население, а их так жестко дискриминируют. Совсем нехорошо. Ну, на сегодня все. Всем пока. Пока.